Привет, мои дорогие. Ну что, новостей сегодня будет немало, много, так что готовьтесь, заваривайте кофеечек, начинайте готовить на кухне, как делают это хозяюшки, и слушайте новости. Дорогие мои, фабы уже прилетают практически в Одессу, но я знаю, что они долетают аж до Кишинева. Запросто, потому что их запускают с моря, и там по прямой долетит до Кишинева. Так, чтобы Кишинев знал о том, что будет и какие последствия, если они вдруг на ПМР решат там пойти или посмотреть. Ну и у Трампа сегодня именно стопроцентная диарея. Его прорвало сегодня со всех сторон. Он уже там на Канаду бычит и многие другие вещи. Опять же, на Венесуэлу. Он уже обвиняет Китай в том, что Китай торгует наркотиками. Просто его разрывают вовсю. Ну, а тем временем спецпредставитель Кремля Дмитриев прибыл в США для переговоров с командой Трампа, сообщает CNN со ссылкой на источники. Ну, как бы там источники и не нужны, фотографии есть, можно даже и не искать этих источников. Поехали. Трамп заявил о немедленном прекращении переговоров о торговле с Канадой из-за рекламного ролика с Рональдом Рейганом. Он считает, что... Это я быстренько вам сейчас скажу, что произошло. Канадцы выпустили ролик с Рональдом Рейганом, в котором Рейган ругает за вот эти односторонние пошлины и так далее. И Трамп посчитал, что это как раз на его, то есть переводит, одел эту рубашку на себя, что это именно подкололи его, но в принципе так и есть, подкололи его. И Трамп уже после этого сразу же отреагировал: в связи с их вопиющим поведением все торговые переговоры с Канадой немедленно прекращаются. Вы просто посмотрите эту интересную вещь. Это нарциссище. То есть его даже нельзя над ним подшутить. А если мы знаем, все помнят, да, Зеленский просто издевался над каждым президентом, который был. Сейчас эта мразь даже не слушает критику в свою сторону, даже если она с юмором. То есть весь 95-й квартал очерняет сейчас всех, кроме него. Попробуй очернить его или сказать что-то в его сторону. Тебе хана, СБУ и так далее. Так что, дорогие мои, я вам говорю, еще раз подтверждаю, нарциссище огромное, да, которое в ресурсе, с бабками, со всем остальным. И вот этот нищебродский колхозный нарцисс в Украине. Одно и то же. То есть только попробуй что-то сказать, пошлины торговые эти. Вы посмотрите, это просто какая-то дичь. Дичь. Я не помню. Над Байденом шутили жестче намного. И что? Любая страна шутила. Попробуй в Америке кто-нибудь пошутит над Трампом, и что с ним будет, с этим человеком. Поехали дальше. У нас трагедия в Коростене. В Овруче, это Коростень Житомирской области. Мужчина взорвал гранату в электропоезде. Но при особых условиях погибло 5 человек, и это 5 ТЦКшников. Они к нему подошли, он выдернул гранату, и все, дорогие мои. К сожалению, люди уже идут на это. Но у нас есть вот такое чучело, Потураев, который переписывается прямо в Верховной Раде с проститутками, который говорит, что... Это глава, он является парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Потураев, заявил, что большинство видеороликов, связанных с работой ТЦК, распространяемых в соцсетях, были созданы с помощью нейросетей. Да, вот предыдущая как раз вот эта вот фотография, да, где там стоят полиция, размотанные 5 человек, они тоже с нейросетью были сделаны. По его словам, недавно общественные организации, занимающиеся мониторингом информационного пространства, провели масштабный анализ таких видео с применением ИИ. Результаты показали, что почти весь этот контент фейки. Там надо тебя проверить также на ИИ и посмотреть, что ты там за контент у нас такой. И то, о чем я и говорил по поводу Индии. Индия это не про идею, а Индия это про бабки, дорогие мои. Индийская Reliance закупила нефть на Ближнем Востоке и в США после санкций против России, пишет Bloomberg. Вот чего добивался Трамп, после чего ввел санкции против 2 крупных российских нефтяных компаний. Я вам скажу, что это не сильно заденет российскую экономику. Заденет, но не сильно, но заденет и также и украинскую. Не только экономику и
все, что с этим связано. И ну, я прочитаю вам, дорогие мои. Компания приобрела саудовскую Хафи, иракскую Башар Медиум, катарскую АИ Шахин и американскую WTI. Поставки ожидаются в декабре, в январе. Reliance остается крупнейшим импортером российской нефти в Индию, но санкции США против Роснефти и Лукойла должны сильно сократить ее поставки. Ну, как бы Индия и сразу же быстренько перестроилась и погнала. Индия, знаете, это некий такой шакал, который доедает мертвые тела, и все. То есть еще пьет кровь, пока она течет. То есть вот там у Ирана идут, да, там санкции, у России санкции. Но если бы не было вторичных, из-за того, что у этих стран идут санкции, они не могут конкурировать нормально на рынке, те у них за копейки покупают, а потом по рыночной цене продают. Вот это вот позиция Индии на самом деле. Ну вот и вторая часть трампийской диареи. Трамп разрешил наземную операцию американской армии в Венесуэле. Мы можем обратиться в Конгресс за разрешением на наземную операцию против Венесуэлы. Но я не думаю, что Конгресс будет возражать, зачем им это, сказал президент США. Нам не нравится Венесуэла, Китай зарабатывает, внимание, $100 миллионов, переправляя фентанил через Венесуэлу в США. Обсужу это с Си. Ну, хочу вам сказать, что это уже просто на голову не налазит, что он придумывает. Китай уже торгует наркотиками через Венесуэлу. По сути, я вам уже объяснял, что происходит на самом деле. А на самом деле Китай является номер один импортером всей венесуэльской нефти. Ну, там 90% ее, да, и вот там остальные 10 добирает как раз Испания, я вам об этом говорил. И ему нужно перебить эти краники. То есть вот они сейчас кошмарят Россию по НПЗ, да, там они по Ирану пытались что-то сделать, но Иран хорошо расположен, именно его природа защищает. Ну вот сейчас вот Венесуэлу они хотят сделать наземную операцию для того, чтобы захватить вышки и Китаю не давать импортировать нефть и подбить еще одну ножку Китая. Дорогие мои, сегодня ночью было более 20 БПЛА по Кировоградской области и также по Николаевской области. Но сегодня также очень много прилетало непосредственно в Херсон. Я вам это покажу. Сейчас еще одно интересное видео вам покажу с Дональдом Трампом. И дальше обсудим это. Поехали. Russia is immune from U.S. sanctions. He said that it would not impact the Russian economy in any serious way. Is he wrong? I'm glad he feels that way. That's good. I'll let you know about it in 6 months from now. Okay, let's see how it all works out. Ну, на вопрос журналиста о том, что будут ли действовать эти санкции или нет, что Россия там нормально адаптируется ко всем санкциям, Трамп сказал, что посмотрим через полгода. Да, я тоже хочу посмотреть через полгода, потому что у Украины нету полгода. Об этом говорят даже в The Guardian, да, там нормальные аналитики. Нет у Украины полгода. Он-то сидя в себе там в теплом кабинете, нормально может там размахиваться полугодами. Посмотрите, Россия вообще за месяц просто поперебивала все. И кабы уже долетают даже до Одесской области. Ну, и я уже говорил, что они могут до Кишинева долететь, эти кабы. Так что, ну да, посмотрим. Полгода так полгода. Посмотрим, что будет дальше с этими полгодами. Окей, тут у нас заявление делает Фице непосредственно по поводу того, что Словакия не подпишет кредитные гарантии для Украины за счет российских активов, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. Хочу сказать, что вот после собрания вот этой коалиции все поняли одну вещь, что Европа не хочет из своих бюджетов вынимать деньги для продолжения содержания Украины, да, Зеленского, для того, чтобы она воевала дальше. И вот они всячески пытаются забрать вот эти российские активы, которые не отдает Бельгия, но туда еще подключилась Германия. Потому что Россия намекнула Германии о том, что у них активов внутри России около 100 миллиардов. И об этом говорит как раз вот представитель торговой палаты между Россией и Германией. Немец сам говорит о том, что ну давайте посчитаем, у Франции там есть активы. Даже у той Бельгии есть там активы. У Дании есть, мы знаем, Юск, да, Франция это Ашаны и другие всякие там магазины типа а-ля Декатлонов и так далее. И у Испании есть там Зара, ну они сейчас там пытаются заехать и так далее. У Италии есть там производство, фабрики. У много кого есть
производственных мощностей, которые просто одним законом приватизируются и все, и давай до свидания. Блокируются счета, все забирается и поехали. И Китай получает новые технологии по производству того, и так далее, дорогие мои. Поэтому это принятие решения непосредственно Еврокомиссии, Эстонии, у которой вообще ни хера нету, кроме грязи под ногтями, понимаете? Вместе с этой бывшей там акушеркой Урсулой фон дер Ляйен. Поэтому они мыслят там в рамках и того же Зеленского, у которого тоже, кроме, он там разбогател, как говорят там американские журналисты, что он в месяц по 50 миллионов вывозит в офшоры. Наличкой, дорогие мои. Поехали. Кусочек российского сыра вкусно пахнет для европейского ворона. Возможности стран-членов ЕС финансировать военные нужды Украины напрямую из национальных бюджетов уже снижается. То есть вообще не хотят. Даже среди самых больших военных ястребов. Отсюда и аппетит к замороженным российским активам, которые можно было бы использовать в качестве кредита Украине. Который, разумеется, никогда не будет погашен, дорогие мои. Так что они отложили это, потому что там уже и Германия не хочет того, чтобы это произошло. Ну и 3 варианта Трампа, которые он... Спасибо, Дони, я скажу так. Из 3 вариантов, предложенных Трампу, санкции он выбрал средний, не самый мягкий, но и не самый жесткий, сообщает Wall Street Journal. На этом мы можем сразу же заканчивать это. Ну вот, спасибо, что ты выбрал не самый жесткий. Хотя, по сути, он, знаете, играет в такую игру. Я вам сейчас объясню, вы поймете, в чем ирония этой игры. Трамп включает санкции, которые так бьют, а потом торгует этими санкциями. То есть... Он уже ставит на размен не территории, а санкции. Типа, если вы пойдете, я отключу эти санкции. И все. Хотя санкции бьют по самой же Америке. Поэтому Путин и улыбается по этому поводу. Так что посмотрим. Ну вот хорошая статья Guardian по поводу Германии, дорогие мои. Вот, которые, точнее, это даже нет, это не Guardian, дорогие мои, это другое. У Guardian немного другая статья, я ее следующую прочитаю, а сейчас по поводу Германии. Против использования российских активов для Украины может быть не только Бельгия, но и Германия, пишет немецкое издание Tagesschau. Короче, не могу я прочитать, у меня даже язык так не сложится. Оно указывает, что ЕС по итогам, я про язык думаю, по итогам вчерашнего саммита в Брюсселе отложил передачу Киева репарационного кредита как минимум до декабря. В итоговой декларации по Украине говорится, что российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб, принесенный войной. Но эта декларация оказалась далека от первоначально задуманной. Издание пишет, что против предложения выдать Украине репарационного кредита выступает не только основной держатель российских активов Бельгия. В немецких деловых кругах также существуют серьезные опасения по поводу этого проекта. Германия инвестировала в Россию больше, чем любая другая страна, поэтому она может потерять больше всех от планируемого использования средств российского Центробанка для закупки оружия для Украины. Опять же, у той же Германии. Заявил Матиас Шеп, председатель Германо-Российской внешнеторговой палаты. В общей сложности под угрозой находятся немецкие активы России на сумму около 100 миллиардов евро. Так что будет больноватенько будет, дорогие мои. Ну вот и статья Guardian, очень хорошая, сейчас я вам прочитаю. Украине и Западу следует согласиться на передачу России Донбасса для завершения войны. Такое мнение на страницах британской The Guardian выразил старший научный сотрудник фонда Карнеги Кристофер Чивис. Он считает, что западные санкции, а также поставки оружия не вынудят Россию сесть за стол переговоров на условиях Киева. То есть Трамп пытается, чтобы Россия вот за счет вот этих вот фейковых действий, да, пошла на условия Киева, ну то есть Европы. Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец войне в ближайшее время, если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать сделку несколько более выгодную для России, чем та, которую предпочел бы Запад, если бы война закончилась, например, оккупацией Россией Донбасса. Это было бы несправедливым исходом для Украины и разочаровывающим для ее сторонников, но все же лучше, чем другие альтернативы, написал
Чавес. Стратегия санкций и военной помощи Киеву замедлила прогресс России, но не убедила Путина прекратить агрессию. По его мнению, даже поставка томагавков и конфискация российских активов вряд ли станет тем шоком, который необходим для кардинального изменения траектории войны и вынудит Кремль капитулировать перед переговорными условиями. Недавно объявлен, знаете, я вот никогда не понимал европейцев, ну, Россия уже просто, я не знаю, она уже этим требованием прозомбировала весь мир. Там можно, я уже говорил, в 5 утра встать и рассказать об этих требованиях. Демилитаризация, денацификация, НАТО нафиг, понимаете? И русский язык, церкви и так далее. Да что вы пытаетесь? Они пытаются в наперстке сыграть. Ну хорошо, окей. Чем могут остановить санкции от важной цели? Ничем. Это просто будет еще одна потеря. Ну, и потеря не в человеческом ресурсе, а в финансовом. Ну и все. Недавно объявленные санкции на нефть и газ усиливают давление, но они появились после многих лет, к которым Россия приспособилась. ЕС принимает 19-й пакет санкций против России, а отдача от них уменьшается. А поддержка Москвы, внимание, Китаем смягчает их эффект, пишет Чивис. Я вам уже говорил о том, что не надо бояться, потому что Китай рядом. Потому что если не будет Китая, будут проблемы. И было бы тяжело. Но сейчас Китай рядом. Окей, поехали дальше. У нас сейчас будут кадры Херсона, немного мата. Видно, какой-то пробитый Славик это комментирует. И поэтому смотрим и слушаем. По-страшному. Вот такое у нас утро. Шуменский в огне. Поехали дальше. У нас в Одессе, знаете, да, там приезжают любители там украинской культуры, не просто там любители, а еще сделать экспансию украинской культуры, но их встречают уже совсем другие вещи. Ну и вот один из представителей жалуется, что в Одессе все говорят на русском языке, ему это не нравится. Поехали. Друзі, я повернуся з Одеси, всі мене питають, як тобі Одеса, як Одеса. Насправді фантастично круто. Єдине, що мені не сподобалося, я можу вам сказати, знаєте що? Бой, ти мене питаєш, що? Спитай мене, що? Що, мені не сподобалось, що я там майже не чув української мови. Відбувся відкат. Я відчуваю цей відкат до того, що знову всі починають говорити російською, в ресторанах, в кафе. До речі, сфера обслуговування в Одесі українською. Хоча б були пару кафешок, де зі мною навіть офіціанти говорили російською. Ну, що я можу сказати? Я тільки можу засмутитися. Мені шкода, що так відбувається. Знову таки, знаєте, з'являється такий наратив, що типу, якщо ти українською, то ти або приїжджий, або це з села електричка привезла. Це мені дуже не подобається. Ну, це, до речі, не тільки в Одесі, це всюди відбувається. Але в Одесі я просто це відчув якось дуже гостро. Це неприємно. А так, все інше прям було класно. Ну, я разочарую этого парня, скажу, что в Одессе не только к украиноязычным относятся так, да, там село электричка и все остальные. Ну, в Одессе специфический народ на самом деле, так что если ему что-то не нравится, так и не приезжай в Одессу и все. В Одессе действительно специфические люди, и их из-за этого и не любят, потому что их не понимают просто, и все. Считают, что Одесса это какой-то курортный город, и не считают, что коренное население Одессы может как-то жить своей жизнью и даже море не посещать. Я знаю одесситов, которые по 3 года на море не ходят. Ну, купаться, да, они там... Самое главное для одессита это выйти и увидеть море. И все, ты его увидел, и все, выдохнул, подышал им. Есть трасса здоровья, есть разные мосты, да, через которые там и Тещин мост, там вышел, посмотрел на этот порт, куда регулярно прилетает, посмотрел на море, там, на морвокзал сходил. Я не знаю, сейчас он закрыт, не закрыт. Там после прилета туда, в эту гостиницу, был какое-то время закрыт, одесситы мне напишут, потому что я уже более 2 лет не в Одессе, дорогие мои. Ну, еще вам кадры Херсона покажу. Вот, это то, что происходило сегодня с утра.
не могу это комментировать, вы поняли, да? Поехали дальше. Сегодня Виктор Орбан делал заявление тоже, что Брюссель выбрал войну, они сформировали коалицию желающих послать других на смерть. Больше оружия, больше денег Украине, они сделали этот конфликт своим собственным. Мир уже не мог бы наступить под руководством президента Дональда Трампа, если бы брюссельцы просто перестали препятствовать движению вперед, подчеркнул Орбан. Ну, Орбан куда более просветлен, чем мы с вами. Он знает много всяких вещей, которых он просто не может говорить. Вот сегодня делал Зеленка заявление, что Киев ведет переговоры с европейскими партнерами, которые могут помочь с получением дальнобойных ракет, включая томагавки. Ну да, Трамп делал заявление, вы слышали, что в Европе есть свои ракеты. А именно Голландия заказала себе 195 ракет, плюс Дания там большое количество тех же томагавков, я имею в виду. И вот сейчас Зеленский будет обсуждать. Но Трамп подчеркнул, что у них есть свои ракеты, и я там не принимаю никакого участия. То есть я их не контролирую, вы слышали это. Вот. Об этом он сказал на заседании Европейского совета. Дальнобойное оружие есть не только в США, оно также есть в некоторых европейских странах, в частности томагавки. Мы уже говорим со странами, которые могут помочь, сообщил Зеленский. Он добавил, что президент России нервничает, поскольку понимает, что дальнобойное оружие может изменить ход войны. Ну, хочу вам сказать, что вот эти вот все попытки изменения хода войны, даже пишут аналитики, там, военные, да, американские, что Абрамсы тоже должны были изменить, F-16 тоже должны были изменить, Хаймерсы тоже должны были изменить. Ну, что-то меняют и никак ничего не поменяют. Ну, скажу, к чему изменит. То, что будет лететь в сторону Украины. Я вижу, что изменения идут в этом плане, да, то есть начали бить по НПЗшкам, сейчас просто ушатывают полностью всю энергию в Украине. Я думаю, с такими темпами еще месяц-два и ушатают полностью. А это где-то январь месяц. Ой. Это очень тяжело. Так, ну, теперь последствия эхо войны, да, которое ждет людей уже после войны непосредственно в Украине. В Одесской области ночью 2 октября младший сержант, будучи пьяным, поссорился с женщиной на лестничной площадке, ударил ее головой об стену, схватил ее за волосы и потащил вниз по лестнице, из-за чего потерпевшая получила ссадины, синяки на лице, плече, локте и колене. Суд учел признание вины и назначил наказание штрафа в виде, дорогие мои, внимание, 850 гривен, это 20 долларов. 20 долларов. Он ее об стену ударил головой, да, еще там за волосы покатал, 20 долларов. Скажу, что в Европе это трэш. Это тюрьма с огромным штрафом, просто огромнейшим. Это около до 10, может и больше 10 тысяч. Все зависит от адвоката. Там отжать могут хорошо. 20 долларов. 20 долларов за то, что он ее головой об стену ударил. Гуманный суд, я вам скажу. Ну, это жесть просто. Ну вот, все, наверное, слышали, да, заявление премьер-министра Баварии о том, что пацанов надо отправлять обратно. Я вам вчера в новостях читал, точнее сегодня. Вот. Теперь я вам именно дословно расскажу об этом. Никому не будет пользы, если все больше молодых украинцев будут приезжать в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину. Наша солидарность сохраняется, но она требует четких правил и ответственности с обеих сторон. Если это нельзя урегулировать добровольно, то так называемая директива о массовом притоке миграции должна быть ограничена на уровне ЕС. То есть они должны сказать Зеленскому: никого не выпускать, закрывай границы и так далее. Мы об этом вчера говорили и обсуждали это. Ну и вот еще одна интересная новость, что Украина и Молдова начали возведение переправы, которая соединит две страны. Ну вот что самое интересное, а Украина — это две страны какие? Румынию и Молдавию? Слушайте внимательно. Частью будет международной трассы Ясы-Кишинев-Одесса. Сейчас я вам объясню, что это такое. Проект поддержан ЕС и откроет новый транспортный коридор до Одессы, сократив путь на несколько часов. Объясняю, что это такое. Это они строят для того, чтобы Молдавия стала уже оружейным хабом.
потому что туда бить нельзя еще, ну, она не участвует в этом, да, во всем. И вот Украина будет, они типа говорят, что Одесса. Молдавия граничит там с Черновецкой, Хмельницкой, с, по-моему, Тернопольской, насколько я помню, с Винницкой и Одесской. Пожалуйста, во все стороны. Она вот так вот просто врезана. Ну, посмотрите по карте, вы поймете. Из Румынии быстренько через пруд, через этот мост, завезли в огромном количестве на железнодорожных, да, там, составах. И вперед, и давайте распространять теперь по Украине через разные ходы, как только можно. Так что, дорогие мои, вот это мне нравится, знаете, что Украина и Молдова начали возведение переправы, которая соединит две страны. Ха-ха! Какие две! Там и так все, там и река-то почти только одна есть, там Днестр, да, сверху, а снизу-то ничего нету. Ну и Днестровский лиман, там этот мост уже давно подбили. Так что вот такая интересная хитрость у них. Окей, дорогие мои, с ребенком все в порядке, вот, она уже приходит в себя, я сделал PayPal, ну, мой PayPal, да, для нее, если кто-то хочет, там, я не знаю, как-то ее, не знаю, как это назвать, то можете кидать на PayPal, это прямо приходит к ней, то есть я свой PayPal отдал для нее, чтобы, я не знаю, чтобы как-то поднять ей настроение, так что, дорогие мои, можете там, кто сколько хочет, кто как хочет. Я не прошу ничего, это для нее. И все. Подписываемся, дорогие мои, кто не подписан. И я вас всех обнял.